Всем привет, с вами та самая Чопа. Возможно, вы меня не знаете, но для вас я буду той самой. И сегодня в этом видео я расскажу, как я вышла замуж за европейца, какие документы я для этого собирала, сколько на это ушло времени и сколько денег, примерно, насколько я помню, я все это расскажу в этом видео. Так что смотрите до конца, если вы тоже хотите в ближайшем будущем выйти замуж за европейца или жениться на европейке. И это видео окажется вам очень полезным. Единственное, опять я буду говорить про Бельгию, но, возможно, также, если вы хотите выйти замуж за европейца из другой страны, то это также может вам понадобиться, чтобы вы будете знать какие-то азы. Я также решила снять это видео, потому что, когда я искала информацию об этом, я нигде ее не находила. То есть кто-то говорил, там где-то были реально информации, но какие-то поверхностные, но так глубоко, как я все, через что я прошла, вот такой информации прям не было. Поэтому, надеюсь, это видео будет вам полезно, оно вам понравится. Основываясь уже на своем опыте, я сделаю вашу жизнь легче. Я расскажу через все, что я прошла, и, возможно, это реально облегчит вашу жизнь, и вы как минимум будете готовы к тому, что вас будет ждать, если вы захотите выйти замуж за иностранца. Да? В первую очередь, конечно, я получила туристическую визу и прилетела сюда, в Бельгию. Если вы хотите знать, как я это сделала, этот процесс получения визы, какие я документы готовила на получение туристическую визу, то я оставлю видео в подсказках, потому что я об этом уже рассказывала. И вы можете перейти через вот здесь, по-моему, или вот здесь, точно не уверена, подсказки. И, посмотреть мое первое видео про документы. Это документы, часть 2, я назову это видео, но оно будет также независимым, оно не настолько связано с первой частью, это просто продолжение, но их можно смотреть по отдельности. Прежде чем я прилетела сюда, в Бельгию, я знала, что, скорее всего, будет вопрос о замужестве, поэтому я заранее, где-то там нашла, какие примерно документы мне нужны. Заранее я, получается, взяла и оставила в своей стране 2 документа. То есть первый — это я сама пошла в ЦОН и попросила справку о том, что я не замужем. Мне ее дали, и она была valid, то есть, как это сказать, действительно, она была действительно на 6 месяцев. И плюс я еще также оставила доверенность на свою сестру, потому что я уже была бы в Бельгии, я не смогла бы заниматься своими документами, но обязательно нужно оставить доверенность на своего родственника, чтобы он мог заниматься вашими документами официально, нотариальную доверенность. И еще один документ — это я оставила свидетельство о рождении. Почему я это оставила? Как я уже сказала, у нас прям не было планов прям сразу пожениться. Мы думали, то есть когда я только сюда прилетела, мы думали, что мы подумаем. То есть мы посмотрим, и мой муж тоже так говорил, вот ты посмотришь, тебе понравится или как. И если все будет окей, то мы с тобой поженимся. Но через месяц мы прям уже решили пожениться, через месяц моего нахождения здесь. Уже знаете по той информации, если вы смотрели мое предыдущее видео про визу, на тот момент я получила визу на 3 месяца. То есть у меня в запасе оставалось 2 месяца. За эти 2 месяца нужно было собрать все документы и, собственно, заключить брак, да? Но, как всегда получается, за 2 месяца у нас это не вышло. И в этом видео дальше я расскажу, почему. Получается, я такая думала, ладно, я же такая умная, я подготовилась, я знала, что такая ситуация выйдет, поэтому я специально оставила свои документы, те, которые я уже сказала, в своей стране, и мне оставалось только просто, когда мы уже решили, что мы поженимся, мне оставалось просто позвонить моей сестре, попросить ее, чтобы она отнесла документы в переводческую компанию, чтобы они эти документы легализовали. И все, просто осталось ждать, чтобы она что-то отправила. Но, возможно, я сделала это сложнее. Возможно, я просто сама для себя это усложнила. Возможно, вы сможете сделать это другим способом, и для вас это будет быстрее. Но, я решила сделать так, потому что я подумала, что
у нас там перевод, легализация, это все выйдет намного дешевле, чем вышло бы здесь. Так вот, все эти документы уже начали как бы переводить, легализовывать. И чтобы вы понимали, документы именно в Бельгию нужно легализовывать. А в других странах, возможно, не обязательно легализовывать, и хватает просто апостиля. То есть, а именно в Бельгию, я не знаю, она входит в число каких-то стран, где именно здесь нужно легализовывать. И эта легализация, она, получается, занимает от 10 до 12 рабочих дней. И я до сих пор, на тот момент, когда я все это начала, я официально, я не знала, какие документы мне нужны для того, чтобы выйти замуж. Я знала это только там по каким-то статьям, интернетам, по каким-то слухам, да, какие документы, ну, наверное, типа справка о незамужестве, свидетельство о рождении, там, паспорт, и как бы, скорее всего, этого должно быть достаточно. Но мы также записались сюда, как бы в администрацию, для того, чтобы узнать официально, какие документы нужны. И здесь, то есть здесь нельзя просто с порога как взять очередь по бумажкам. Здесь везде, в Бельгии, нужно записываться. И желательно записываться заранее, потому что если ты записался, ты сможешь там прийти через только несколько дней, либо там бывает, что через неделю. Так вот, то есть мы также здесь записались, мы ждали это примерно неделю. Мои документы уже переводятся, да, там они легализуются, переводятся. В итоге там через неделю мы пошли в администрацию, и, по-моему, на тот момент я узнала, что вот 2 документа мои, как минимум, уже 12 дней, по-моему, прошло, 2 недели, да. Я узнала, что оба документа моих уже переведены, легализованы, все окей. Оставалось их просто отнести в консульство. Но мы пришли в администрацию, и там я узнала, что мне нужен еще один документ. Ну, она там, типа, проконсультировала, сказала, да, вот так, вот так. Я такая, да, я все уже знаю, я все уже начала готовить, я там такая умная. Но оказалось, еще одного документа не хватает. Это документ последний, которого мне не хватает. Это справка о моем месте жительства, то есть официальная, то есть с пропиской, вот, где я прописана. И я такая, блин, как это делать? Потому что, ну, как бы я доверенность-то оставила, но я боялась, что будет, если там моя сестра не сможет ее получить, потому что моя сестра как бы в городе, в Бишкеке, а я там прописана вообще типа в селе, да, и она же не будет туда ехать. Но мне повезло, у нас, оказывается, система в нашей стране такая быстрая, что эту справку можно получить просто электронно, и она будет официальной, ее можно через QR-код проверить. То есть если, я не знаю, из какой вы страны, но вот в моей стране так. То есть ты просто заходишь на портал, на сайт, и ты как бы делаешь запрос на то, чтобы получить эту справку, и ты ее получаешь. То есть справка о месте жительства или справка о прописке. Вот я ее получила, я отправила ее в переводческое агентство, и опять нужно, конечно же, легализовывать. На это опять ушло 2 недели. В итоге, каким-то таким образом, из-за того, что мы там ждали опять администрацию, когда мы туда запишемся, опять вот эти, 4 недели как бы ушли, да, на вот этот перевод. И, в общем, у нас ушел месяц просто на перевод, легализацию. То есть опять у меня остался только месяц, как сказать, легального нахождения здесь. Потом, по-моему, вот насколько я знаю, этот перевод легализации у меня ушел где-то $150, если в общем, типа, то есть 3 документа, и там такая стопка документов вместе с ними, там перевод, легализация, нотариальная заверенность. И потом я попросила также мою сестру записаться в консульство. Кстати, примечание, когда я здесь пошла в администрацию, они меня предупредили, они сказали, вот, вам нужно будет легализовать это через посольство, которое находится в Алмате, а я такая, типа, моя сестра точно туда не поедет, потому что, типа, она занятая девушка, да. Но я такая, я как бы тоже заранее информацию чекала. Я такая, так у нас же в Бишкеке есть консульство. Они такие, да, у вас есть в Бишкеке консульство, но оно не всегда принимает. Но я где-то узнала тоже, я попросила мою сестру позвонить. То есть она узнала то, что они все-таки принимают, тогда нужно заранее записываться. И когда мои первые 2 документа перевелись, она почти туда записалась, а потом я такая, нет, все, отмена, еще одного документа не хватает. Я не хочу, чтобы ты туда дважды записывалась. В итоге мы попросили
То есть мы попросили их сделать второй документ в переводческой компании, они опять его 2 недели делали, а потом 1 неделю моя сестра была занята, поэтому не могла записаться, и через еще 1 неделю она уже записалась на консульство, вот, и отнесла туда мои документы, наконец-то. Насколько я помню, я точно не могу сказать, но, по-моему, легализация одного документа то ли стоит 24 евро, то ли около 40 евро, что-то такое. У меня, чтобы вы понимали, 3 документа. Вот, она туда их отнесла, ей легализовали, все печати поставили в консульстве, все окей. Но при этом они ее предупредили, по-моему, что именно в консульстве, и потом она мне это передала, что я сейчас, то, что я делаю, это типа нелегально. То есть то, что я типа нарушаю закон ЕС, потому что я нахожусь здесь, я приехала сюда по туристической визе, но пытаюсь выйти замуж, и это очень даже окей. И в скором времени моя виза закончится, то есть там уже, по-моему, когда она сходила в консульство, у меня уже оставалось пару недель до окончания моей визы. Потом, следующее, окей, легализация сделана, консульство свою печать поставила, да, потом отправка идет. Кстати, да, важное примечание, я не сказала, если вы выходите за европейца другой страны, то вам это будет легче, то есть вы просто переводите свои документы на язык этой своей страны, да, официальный. Но здесь, в Бельгии, тут 3 администрации. Это фламандская, валлонская и брюссельская. Короче, в одной администрации говорят, типа, официальный язык французский, в другой голландский, и в третьей, там, брюссельский, по-моему, английский. Но мне нужно было перевести на голландский, то есть нидерландский или Deutsch. Вот, ну, как бы этот момент тоже нужно понимать, уточнять на всякий случай. Я тоже на всякий случай уточнила, потому что не хотела, чтобы было каких-либо ошибок, и мне перевели на нидерландский. Вы также хотите выйти замуж за европейца, и вы все документы делаете уже в своей стране, не в европейской стране, а в своей стране. Вам тоже нужно заранее уточнять, если в вашей стране консульство или посольство, то, ну, вашей европейской страны, в которую вы хотите переехать, или где живет ваш муж, или где живет ваша будущая жена. Короче, в итоге мои документы легализовали, и моя сестра сразу их отправила, то есть мы сразу там, я нашла, ну как не нашла, они у нас распространены, она сразу отправила их быстрой почтой через DHL, и вышло это, то есть такая папка документов вышла на $100, чтобы вы понимали. Если бы можно было отправить бесплатно, но это заняло бы около, наверное, скорее всего, около месяца. А у меня не было месяца, потому что я уже чуть-чуть, у меня 1 неделя осталась, и я уже как бы нелегал, да, в Бельгии. Когда документы пришли, я получила лишь легализованный перевод, там, ну, то есть копии документов, легализованный перевод, ну и вот это все. Но оригинал моя сестра мне не отправила. Она типа забыла. Ну, не забыла, то есть она перепутала, что-то такое. Она сказала, вот эти документы мне сказали тебе отправить, я их отправила. И оригинал она оставила себе. Я такая, блин, что делать? А у нас уже вот скоро, то есть мы документы получили, у нас уже скоро опять следующая запись на то, чтобы мы их отнесли. Вот, я такая, ну ладно, может это сработает, может им не нужны оригинал, может им просто нужен этот легальный типа перевод и все такое, легализация. Короче, я туда отнесла, и меня, конечно же, послали нафиг. Типа сказали, во-первых, где перевод, а во-вторых, в каждой, ну, то есть нотариальной копии, то есть это такая папка документов, я сейчас возьму пример, я вам покажу. Так вот, там последние 2 страницы, то есть не переведены, то есть от нотариуса и от Министерства юстиции моей страны. Они не переведены на нидерландский, то есть переведен только сам документ, а вот момент легализации он не переведен. Агентство, к которому я обращалась, переводческое агентство, они перевели, но это уже не официальный язык, то есть неофициальный перевод, то есть не легализованный. И к этому ко мне придрались, и я такая, блин, что делать? То есть мы обратно с этими документами вернулись, они сказали, иди нафиг, ты нам такая не нужна, ты вообще что за фигню нам принесла? В итоге я начала разбираться, я сразу, конечно, попросила сестру отправить все-таки оригинал, чтобы они побыстрее пришли, но
оригинал все равно как бы это быстрая почта DHL, но она занимает так или иначе 5 рабочих дней. То есть от 3 до 5 рабочих дней. И вот примерно в такое время он приходит. Ну ладно, документы оригинала придут, я с ними приду, но я боялась, что и меня и второй раз пошлют, потому что мои в каждой стопке документов, получается, 2 последних листка, они там неофициальный перевод. И я начала типа думать, то есть нелегализованный перевод. Я начала думать, как это нелегализованный перевод. То есть им же нужны мои главные документы. Это, как я уже сказала, свидетельство о рождении, справка с места выписки и справка о том, что я не замужем. То есть вот эти 3 документа, они переведены на нидерландский, и этот перевод легализован. Но чтобы этот перевод легализовать, там еще 2 бумажки. Первая бумажка — это от нотариуса, вторая бумажка — это от Министерства юстиции. И эти 2 бумажки, они, конечно же, будут типа на русском либо кыргызском языке, потому что это, ну, как бы в моей стране они не говорят на нидерландском, официальный не нидерландский язык. И, конечно же, они это все как бы подтверждение того, что это нотариальная копия и перевод действительный от нотариуса, а потом от Министерства юстиции то, что он, да, легализует, там вот это все, они все это на русском, на кыргызском языке, там типа смешано, где получается лист от Министерства юстиции, там уже стоит легализация от консульства. Но прикол в том, что вот эти 2 бумажки, то есть от нотариуса и от нотариуса и от Министерства юстиции тоже также должны быть переведены и легализованы. Я такая, а как это перевести и легализовать? То есть потому что, чтобы их легализовать, нужна будет опять бумажка от нотариуса и опять бумажка от Министерства юстиции. То есть what the fuck are you wanting from me, you know? У меня был такой ступор в смысле, а потом опять это все переводить, а потом опять легализовывать, а потом опять бумажка от нотариуса и от Министерства юстиции. То есть это бесконечный круг, чтобы вы понимали. Вот, но я все-таки подождала, когда документы оригинал придут. Я такая подумала, наверное, они придались все-таки больше из-за того, что оригинала нету. И мы опять дождались оригинала, очередной раз записались в администрацию, пришли к ним, принесли все документы. Они сказали, ну хорошо, эти документы мы можем принять, но опять вам нужно сделать легализованный перевод последних 2 бумажек. Я такая, как это делать? Они такие, вы можете это сделать через... То есть очень приятная администрация была, они на все мои вопросы ответили, хорошо помогли, и у них есть свои контакты переводчиков уже здесь, и как бы эти переводчики, то есть официальные, и они могут поставить какую-то электронную легализацию. Вот, получается, мы опять пришли со всеми документами обратно, но... Чтобы вы понимали, вот последний раз, когда мы пошли в администрацию, я уже здесь находилась нелегально. То есть моя виза уже питти-гитти, как говорится. Нет визы, она уже закончилась. То есть из-за того, что вот эти как бы периоды, там месяц ушел, потом опять пока оригиналы нам отправили, потом пока мы эту администрацию ждали, appointment, вот моя виза закончилась. У каждого документа была вот такая стопка, то есть это, получается, оригинал. Я хотела вам сделать пример такой наглядный, чтобы вы понимали тоже для себя, что вам нужно будет. Смотрите, вот это, допустим, картонное, да, это оригинальный документ. То есть, как я уже сказала, 3 документа нужно. Допустим, это свидетельство о рождении. Оно не входит в эту стопку, потому что здесь эта стопка, она зашитая, запечатанная, то есть оно не входит, но нужно принести оригинал. Дальше идет типа копия, да, вот так. Копия, вот. Видно, не видно? Нет, не видно. Короче, это, допустим, копия этого документа, то есть все, такая же копия, идентичная, на кыргызском, на русском языке. Потом дальше идет следующая страница. То есть он реально так выглядит. То есть я могу вам показать, но это будет уже раскрытие личной информации, да? Дальше идет вот эта страница. Это уже перевод. То есть перевод переводческой компании на нидерландский. Вот перевод. Потом следующая страница, это страница от нотариуса. Короче, видно, не видно? Пофиг. Ну, вы понимаете, да? Следующая страница нотариус. Потом после этого... Ой, что не открывается. После этого это Минюст. Вот эта страница будет Минюст. И вот здесь, типа, вот здесь, короче,
он здесь написали, как сказать, здесь свое подтверждение написал Минюст, а здесь уже стоит легализация, такая картинка с барсом. То есть у нас в Кыргызстане это барс. И потом еще вот здесь стоит такая легализация от консульства. И вот эти, короче, получается, вот эти документы, вот эти бумажки, точнее, это раз, два, три, ну, 3 бумажки, они вот так, типа, запечатаны красной нитью, то есть зашнурованы, да, зашнурованы красной нитью, и вот здесь такая печать. И последние 2 бумажки были перевод последних 2 страниц. Но этот перевод, то есть от переводческой компании, к которой я обращалась, получается, последних 2 страниц, то есть слов нотариуса и слов Министерства юстиции, но он был неофициальный, то есть я никак не могла, здесь они никак не могли его подтвердить и никак не могли, типа, сказать, да, мы верим этому переводу. То есть они мне это объяснили, и чтобы вы понимали, все эти 3 документа, то есть свидетельство о рождении, справка о месте выписки и справка о том, что я не замужем, все эти 3 документа, они имели вот такие стопки, то есть с копией, с нотариусом, со всем. И в конце вот эти 2 бумажки нужно было перевести, последние 2 бумажки. Вот, в итоге мы здесь нашли переводчика, обратились к нему, нам перевели, и, по-моему, вышла 1 бумажка, она переводится за 30 евро. Но и у нас, получается, было 6 бумажек. Мы думали, что у нас выйдет дольше, но из-за того, что все последние бумажки, они в основном идентичные, то есть это просто заверенность от нотариуса и заверенность от Министерства юстиции, в итоге она перевела нам за 60 евро, потому что, это, по сути, только 2 бумажки, там просто имя меняется в некоторых местах. Я это тоже обязательно проверила. Вот, и она нам их перевела электронно, поставила электронную печать, мы такие, ура! Но также последний раз, когда мы пошли в администрацию, мне сказали, вот из-за того, что я нахожусь здесь нелегально, уже, по-моему, неделя я здесь была нелегально, они сказали, у тебя есть как бы подтверждение из своей страны о том, что ты не замужем, но ты также должна принести подтверждение от Судова, то есть от здешнего нотариуса о том, что я не замужем, то есть о том, что я за вот этот период нелегального нахождения здесь, недели, я не успела выйти замуж где-то еще. И я такая, окей. И смотрите, я вот, надеюсь, вы запомнили все суммы, которые я вам говорила, сколько вышло по документам, да? Но что вышло дороже всего, угадайте, барабанная дробь. Это, конечно же, местный нотариус. До нотариуса, до вот этой истории эпопеи с нотариусом, да, я расскажу вам, что помимо вот дополнительных еще требований, кроме бумажек, да, было то, что вот, из-за того, что я там из Кыргызстана, мой муж европеец, чтобы нам подтвердить наши отношения, нужно было кое-что сделать. Это они сказали, что придут 2 полицейского. Do you need me? No? Они сказали, что придут 2 полицейского, и первый, он подтвердит, что я действительно нахожусь по этому адресу, живу здесь, а второй, то есть это такой какой-то районский полицейский, а второй полицейский придет для того, чтобы убедиться в наших отношениях, то есть у них разные квалификации, они в разном убеждаются. Вот, и сначала пришел второй полицейский, который должен был убедиться в наших отношениях, но он пришел тогда, когда моего мужа не было дома, он был на работе. Вот, и я сказала, что типа его нету дома, и что нам делать. Он попросил ему позвонить, мы ему позвонили, и они вроде бы договорились на другой день, но в другой день, то есть то, что, как мы поняли, то, что в другой день этот полицейский к нам придет, но он не пришел. И, по-моему, да, не пришел, а второй, тоже полицейский, он также пришел, когда нас дома не было, мы куда-то выехали зачем-то. Но он все равно поставил свою галочку, сказал, и пофиг, я все равно сделаю так, чтобы, типа, дома я подтвердил ваш адрес. Видимо, он не хотел приходить второй раз. Но полицейский, который подтверждает наши отношения, мы ему еще раз позвонили, сказали, вот, мы вас ждали, вы не пришли. Он такой, а он сказал, типа, так я имел в виду, чтобы вы ко мне пришли, то есть в его офис.
А мы такие, окей. Вот, в итоге мы еще раз записались. И это было между промежутком, когда мы, по-моему, ждали вот свои документы. Оригинал мы тогда ждали, да? Да, это было между промежутком, когда мы еще ждали оригинал. Вот мы записались туда, в полицейский участок, мы к нему в итоге пришли, он находится в центре. До того, как он сказал, что мы встретимся во второй раз, он попросил нас собрать доказательства о том, что, типа, наших отношений, то есть собрать это на флешку, на USB-флешку, чтобы мы ему дали, и чтобы он там, ну, типа, посмотрел, да, наши фотки какие-то, да, и в итоге я такая, я, по-моему, где-то за вечер, за ночь я все это собрала, всю хронологию, когда мы начали еще просто так общаться, то есть мы такие, как друзья начали общаться, и всю хронологию, как мы там куда-то вместе ездили, как мы стали парнем и девушкой, я все вот эти переписки, скриншоты собрала, то есть я собрала такую, как сказать, историю наших отношений, да, это я прям когда собирала, я так себя чувствовала прикольно, и ну, я с такой любовью все это собирала, все наши фотки, все наши переписки. И в итоге, когда мы ему принесли это, он такой, ну, попросил вроде эту флешку, он там себе засунул, но он сильно это не смотрел. То есть я столько времени на это потратила, да, энергии, но он такой, ну, по вам и так видно, что вы типа парень и девушка, я даже не буду открывать эту папку. Я такая, нифига себе, вот разочарование. Нужно было заставить его открыть ее. В итоге он вернул флешку, сказал, типа, все окей, я вас подтверждаю, но также он сказал, что мне с моим мужем, на тот момент женихом, повезло, потому что мы попали в тот момент до того, как они бы к международным парам относились бы строже. Мы решили пожениться до того, как приняли бы какие-то новые правила, и согласно этим новым правилам бы они сажали бы там пар, если это международные какие-то пары, или там кто-то пытается выйти за бельгийца или бельгийку, они сажали бы в разные кабинеты и допрашивали бы. А у нас такого не было, мы просто как зашли такие к нему, вместе сели, что-то там мой муж с ним что-то поболтал, пообщался. Потом еще он, как бы мой муж, да, он еще пожаловался этому полицейскому, что у нас с документами не получается, что у нас там понты, что к этому придирается, к тому придирается. И в итоге этот полицейский нас, наоборот, успокаивал. Он такой, ой, да ладно, у вас все будет хорошо. Если что, вот мой номер, если что, мне звоните, обращайтесь, я с ними поговорю. То есть, ну, было прикольно, конечно. Но, оказывается, мы вот попали в тот период, потому что после там какой-то даты они уже относились бы строже к международным бракам. И вот так бы допрашивали. Нас так не допрашивали. С полицейскими была такая ситуация. Следующее у нас тут будет опять как бы флешбэк, да, назад идем. Когда мы только решили пожениться, я со своей стороны начала готовить документы, но мой муж, на тот момент жених, я просто уже привыкла назвать его мужем, да, он такой говорит, нам нужно сделать брачный контракт, потому что здесь его делают все. То есть здесь нет такого, типа, ой, зачем нам это тут? То есть обязательно это делать. Я не знаю, у них это в культуре принято. И я такая, ну окей, мне типа пофиг, я не знаю, я об этом в брачном контракте даже не думала. Я такая, whatever, окей. Чтобы делать брачный контракт, конечно, это делать через нотариуса. Так вот, мы поехали в этот нотариус. Когда мы приехали, мы вышли из машины, и мы зашли в самое красивое... То есть, во-первых, мы увидели самое красивое здание на этой улице, оно небольшая, но там стояло, то есть, все такие обычные европейские здания, а вот это здание нотариуса, оно было прям самым таким симпатичным. С двух сторон от входной двери стояли две греческие статуи. Сама дверь, она была прям огромная, с такой резьбой красивой, то есть прям такое дорогое дерево. И видно, что это, ну, здание какого-то богатого человека, да, но это оказалось нотариусом. Мы зашли внутрь, там тоже были высокие потолки, такая витиеватая лестница в коридоре, там еще в коридоре такая стояла еще какая-то скульптура, но нам нужно было повернуть налево. И налево это такой холл, как административная стойка плюс холл. И там тоже огромная комната, опять высокие потолки. Потом с этой стороны стояли зеркала, красивые диванчики. И такая огромная типа административная стойка, а за ней стояло несколько компьютеров, и там сидели люди. Так вот, мы туда обратились, сказали, вот мы типа записаны.
такие-то. Они сказали, окей, поднимитесь на второй этаж. Мы поднялись на второй этаж. Нас встретила женщина, лет за 50, такая блондинка, вся такая деловая, хорошо одета, все такие завешенные украшениями, то есть и по ней прям было видно, что она такая деловая, богатенькая тетенька, то есть прям от нее такой вайб шел. Я никогда таких вайбов не видела, чтобы вы понимали, да? Для меня это прям впервые. То есть любые люди, которых я встречала, они вообще не сравнятся с ней, потому что я, скорее всего, таких людей, как она, никогда в жизни не встречала, потому что, извините меня, я простая девочка, да. Так вот, мы зашли в ее кабинет, опять огромные потолки, то есть это не какой-то маленький кабинет, да, нотариус в Бишкеке, к которому я ходила, и у которого я делала доверенность, его кабинет, это просто по сравнению с кабинетом здешнего нотариуса, просто сидит и курит в сторонке. То есть это прям реально такая большая комната, огромный красивый стол. То есть с этой стороны, по-моему, вот когда мы зашли, с левой стороны стояли зеркала, а с правой стороны был балкон. И он не маленький балкон, а прям такой огромный большой балкон с красивым видом, с высокими окнами, со шторами. И нас, то есть не было такого, чтобы у нас там, я не знаю, метр, да, расстояние. У нас расстояние было где-то вот около 2-3 метров, то есть у нее реально такой большой стол был. У нее такой красивый компьютер и все такое. Вот, она там задала какие-то вопросы, сказала то, что так как... То есть она еще такая сидела, сейчас дайте подумать, да, такая. То есть я ответила на ее вопросы, и она такая, да, сейчас. Вот так что-то задумчиво сидела, как будто это прям нужно долго думать, да, о том, чтобы сделать нам просто брачный контракт, тем более, что я там какие-то свои требования не указывала. Мне вообще было пофигу, я такая, просто давайте побыстрее сделаем и уйдем. Вот, и что она мне сказала, из-за того, что мы международная пара, они советуют делать так, чтобы то, что я, например, возьму, оно будет принадлежать мне, то, что мой муж возьмет, это будет принадлежать ему, и это не будет как бы совмещаться, потому что мы типа международная пара. Я такая, мне пофиг, окей. Возможно, я когда-нибудь об этом пожалею, но на тот момент я об этом не думала, и сейчас я как бы, мне все равно, да, на это. Я не думаю, что у меня когда-нибудь хватит денег купить какое-то имущество в Бельгии. Но зарекаться не будем, а вдруг хватит. А вдруг я здесь смогу купить дом. Но, видите, если я куплю здесь дом, например, или квартиру, если я здесь куплю, то это будет моей квартирой. Вот, если мой муж купит, это тоже будет его квартирой. Но, как она мне объяснила, в будущем я тоже это могу оспорить. То есть, если там мы будем разводиться, я могу это каким-то образом оспорить в суде. Если, допустим, всю жизнь, то есть период нашего брака, если была такая ситуация, что он всю жизнь работал, а я из-за того, что там он работает, а я занимаюсь домашними делами, я не работаю, и так получится, что после развода мне негде останется, то тогда я смогу забрать какую-то половину его имущества. Но whatever. Об этом мы, надеюсь, нам не придется разговаривать. Короче, они там еще что-то с моим мужем поговорили на фламандском, на бельгийском. Я такая, окей. Потом она такая официально встала, такая, все, желаю вам удачи с замужеством. И такая пожала нам руки. Я такая, хорошо. Вот, и мы с ней попрощались. Она сказала, то есть, что нужно будет подождать какое-то время, и брачный контракт будет, собственно, готов. Знаете, сколько она взяла за этот брачный контракт? Это еще до того, как мы начали делать документы. То есть нам не нужен был этот брачный контракт официально для того, чтобы пожениться, да, здесь отнести в администрацию. Это просто нужно моему мужу, то есть, потому что он европеец, тут все так делают. И угадайте, сколько ушло у нас на этот брачный контракт, который там, она мне пару пунктов только объяснила, да, и там, я не знаю, что-то составила, я просто там пришла позже и подписалась, на это ушло 800 евро. И следующее, когда мы делали еще документ о том, что я здесь за период этой недели, пока я находилась нелегально, не успела за кого-то выйти замуж, она по-братски его сделала, потому что она уже знает моего мужа, он к ней обращался. Она его сделала быстро, то есть, возможно, в других случаях это делалось бы дольше, потому что пришлось бы отправлять запрос туда-сюда, но она его сделала быстро, но на это у нас тоже ушло 400 евро.
То есть вот эта бумажка о том, что я не замужем, из-за того, что я просто неделю здесь была нелегально, на это ушло 400 евро. И я такая, все эти документы, которые я со своей стороны делала, да, все деньги, на которые это ушло, даже там, учитывая с доставкой, вот это все фигня по сравнению с тем, сколько у нас ушло на нотариуса. Я сейчас вам сделаю немного исторический такой постскриптум, да, почему здесь так нотариус очень дорого берет. Потому что они, по-моему, у них час им платят 200 евро. Это, во-первых, то есть за час их работают и платят 200 евро. Во-вторых, нотариус здесь считается элитой. Нотариусы здесь это дворянство, чтобы вы понимали. То есть кто угодно, обычный человек, здесь не может стать нотариусом, потому что Бельгия — это монархия. Чтобы стать нотариусом, вы должны родиться в семье нотариуса. И чтобы, если даже вы отучитесь здесь на юриста, то вы сможете стать либо ассистентом, либо секретарем нотариуса, но никак не самим нотариусом. То есть для этого вам нужно будет очень сильно пахать и реально быть каким-то знаменитым чуваком. Поэтому, собственно, нотариусы очень много, то есть как бы зарабатывают, и они очень много берут. Плюс у них есть какие-то свои дворянские пошлины. То есть это прям реально элита. Поэтому я говорю, я таких людей, как она, никогда прежде не встречала. И я понимаю, почему у нее там такое красивое здание, и это здание принадлежит ей. И поэтому я, короче, офигела. Поэтому она вышла у нас дороже всех. Ну, чтобы вы понимали, что бельгийский нотариус, он очень дорогой. И если вам придется... То есть я об этом размышляла. Вот вышло бы у меня все дешевле, если я все делала бы, эти все документы делала бы здесь. То есть, потому что реально, возможно, если ты не успел их оставить в своей стране, если ты не успел там вообще их подготовить, то здесь в Бельгии есть посольство Кыргызстана. Можно обратиться в посольство и через посольство сделать легализацию. У них даже есть на сайте такая функция, я смотрела. Но при этом все равно это все должно быть нотариально заверено. Я не знаю, вот насколько мне вышло бы делать все эти документы дешевле здесь, если учитывая то, сколько услуги нотариуса здесь просто стоят бешеные деньги, да. В итоге мы взяли эту справку о том, что я не успела выйти замуж за этот нелегальный период нахождения. В итоге у нас все наши документы были готовы, мы их принесли. И когда мы их принесли, их наконец-то у нас приняли. Они сказали: все окей, все нормально, все корректно, и вы можете выбрать дату свадьбы. Мы выбрали 21/12/24. Красиво, да? Типа такая зеркальная дата. Наша церемония состоялась в замке. Я, возможно, какие-нибудь шуты здесь оставлю оттуда. Я точно не знаю, как этот замок называется, но зал, в котором у нас была церемония бракосочетания, назывался зал принцессы. Ну, там очень тоже было прикольно, то есть это прям такой исторический, не средневековый, то есть это все равно более такой современный, да. Короче, я вам оставлю шуты, вы сами посмотрите и сами оцените. Потом, после свадьбы, когда мы уже поженились, мы еще раз пришли в администрацию, и у них уже были данные о том, что мы женаты, у них была такая бумажка. Они сказали, мы спросили у них, типа, что дальше, что нам делать дальше. Они сказали, что к нам еще один раз придет полицейский, еще один раз подтвердит мой адрес, и потом после этого я могу ждать свою желтую карточку или оранжевая карточка. Также нужно будет принести дополнительные документы для того, чтобы я смогла податься на ВНЖ, но при этом мне нужно будет здесь находиться полгода, никуда не выезжая. То есть я следующие 6 месяцев не могу никуда выезжать. На данный момент я уже получила свою оранжевую карточку, которая позволяет мне страховка, открыть банковский счет и которая мне также позволяет работать. Важное примечание: если вы выходите за европейца, я не знаю, или за бельгийца, именно здесь такая ситуация, нам сказали, чтобы я смогла получить ВНЖ, то есть как гражданин другой страны, мой муж должен зарабатывать, и это должно быть все подтверждено. Его заработок в месяц должен превышать 2400 евро. Вот. Его заработок должен превышать 2400 евро. Если он зарабатывает меньше, то, скорее всего, вам откажут в ВНЖ. И, собственно, он должен принести отчет за 12 месяцев последние. То есть, сколько он там заработал за 12 месяцев. То есть, вот эту какую-то выписку с работы он должен принести.
Потом нужно принести договор аренды, то есть действительно ли он арендует эту квартиру и все такое. И третье, что нужно принести, это страховку. То есть нужно на меня также оформить страховку и принести эту страховку. Так как я теперь вышла за него замуж, я могу пользоваться его страховкой. Там просто они меня запишут, и все. То есть вот эти 3 документа еще нужно дополнительно принести в течение 3 месяцев, они нам сказали, дали период. Но при этом ждать мне нужно будет 6 месяцев. Вне Бельгии мне лучше не находиться. Вот, иначе будет not окей. Собственно, на этом все. Такая эпопея моя с документами пока что на данный момент закончилась. Надеюсь, дальнейших каких-то трудностей не будет. Когда я, возможно, получу свою ВНЖ, я вам расскажу 3-ю часть. Ну там что, я просто ее получу и все. Расскажу вам свои ощущения, как я получала. Но до этого я, конечно, буду вам снимать влоги, снимать другие видео. Надеюсь, вам это видео было полезным, оно вам понравилось. Увидимся в следующем видео.